Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Личная жизнь до конца зимы. Давайте узнаем. У меня был такой расклад до конца осени. Вот давайте с вами повторим до конца зимы. Конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад – это всегда такой альтернативный вариант, причем один из. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. И, конечно, вначале мы делаем, как всегда, сигнификацию, что о вас, вот прямо сейчас, что в вашей жизни происходит сейчас. И как будет складываться в дальнейшем до конца зимы ваша личная жизнь. Конечно, личная жизнь не только про любовь. Это еще и наши достижения, это еще задумки, мечты, что мы там себе в планах наметили. Но все же вот личная жизнь больше, конечно, это чувство, чувственная сфера. И если у вас сейчас все хорошо в вашей паре, в вашей жизни, ну, зачем искать сливы на вербе, мои дорогие? Ну, правда, лучше это враг хорошего, поэтому, может быть, определяйте, насколько вам нужно смотреть. Вот нам показывают человека, перевернулась сама карта, девятка кубков. Вы очень сильная личность. Вы настолько целеустремленная. Но, может быть, вот сейчас я все-таки оставлю эту карту, хоть она и перевернулась, так у нас спонтанно начался прогноз или расклад. Нам говорят о целеустремленном человеке, который тут не совсем про чувства. Хотя есть колоды, где девятка кубков это объединяет и семью, и детей, и радость, и материальное благополучие. Но все же нет. Чаще всего и в классических колодах это карта финансового благополучия, успеха и отчасти карта эгоиста. Я никого не хочу обидеть, но я хочу сказать другое. Вас жизнь заставила выкарабкиваться в одиночку. Тут, наверное, поневоле будешь эгоистом, потому что если ты свою энергию будешь рассеивать в разные стороны, что из этого получится? Ну, кто-то, может быть, от этого какие-то бонусы и получит, но ты, наверное, нет. Первое, что приходит в голову, это как-то надо себя соединить воедино, что-то для себя наметить первостепенной важности и это продолжить. Иначе туда и сюда в итоге никуда. Это тот человек, который умеет зарабатывать деньги, это тот человек, который, в принципе, надеется сам на себя. Для кого-то из вас, у вас сейчас, в принципе, вот вы смотрите расклад, может быть, вы и думаете о личной жизни, но финансовая история стоит на первом месте. И тут тысяча причин. Кто вы? Солнце. Мои дорогие девочки, ну или мужчины, перекладывайте на себя. Мне просто удобнее обращаться, конечно, к девочкам. Карта Солнца говорит о том, что вы яркий человек, но если мы говорим про эгоизм, карта Эго, вы вынуждены сейчас быть на своей волне. Может быть, это вам уже и мешает, так по-честному. Ведь есть люди, которые смотрят расклад, которые уже страдают, может быть, даже от одиночества, и, в принципе, хотели бы даже, да, иметь пару, иметь надежную семью, вот такого спутника жизни, да, но не тот, который, ну, где-то так это э, или давит своим авторитетом, или, может быть, имеет интерес, да, всегда есть какая-то заинтересованность. А тот, когда ты себя не теряешь, и в то же время вы дополняете друг друга, вы готовы друг с другом как в одном направлении идти, может быть, так. Но, видимо, я все же вот эти 2 карты вижу, что тут в первую очередь финансовый какой-то интерес и как будто волю в кулак. Вот кто вы? Мы еще посмотрим, что нам откроют карты, так ведь можно сказать: "Да у тебя все хорошо". Зачем смотреть расклад? Вот правда? Но, видимо, не случайно. Может быть, вот это хорошо, какая-то удача, материальный успех. Хотя мы спросили не прошлое, а что у вас сейчас, но, может быть, в совсем недалеком прошлом был финансовый успех. Что-то у вас получилось осуществить, преодолеть, прояснить, разобраться с чем-то. Вот давайте будем смотреть хорошо.
Карта император. Ну вот тут нам рассказывают настолько многогранную историю. У кого-то это вопросы, если мы говорим финансы, иногда то, что связано с финансами, да, здесь могут быть у кого-то кредиты, к примеру, у кого-то вопросы жилья или, может быть, ипотека. Ну вот, к примеру, почему я так говорю? Потому что по императору идет структура, мои дорогие. Структура, начальники или какие-то, может быть, учреждения, те же самые учреждения, когда мы идем согласовывать какие-то документы, получаем важные бумаги. Вот кто-то из вас был уверен, то, что какой-то вопрос у вас как будто решился или решится. Или вот-вот уже как будто, ну, уже договоренности есть, вы уже все просчитали. В принципе, я, конечно, допускаю, что у кого-то это было связано с человеком, вот таким непримиримым, может быть, императором. Хотя по императору идут надежные люди или те люди, которые, ну, в общем-то, если мы говорим структура, власть, то есть человек, если он что-то сказал, он чувствует за собой меру ответственности. Так, а что это тогда нам такое хотят рассказать? И пауза. Еще один старший аркан. Солнце, император и умеренность. Я допускаю, что это либо отношения у кого-то могут быть на паузе, у кого-то согласования могут быть на паузе. Может быть, это у вас, вы сейчас пытаетесь прояснить. Но я точно так же могу допустить, что вот конфигурация деньги и согласование. Или деньги и конкретный человек. Вам очень хочется прояснить вопрос, потому что пауза. Что-то не идет явно, иначе бы расклад не смотрели. Будем от этого отталкиваться, правда? У кого все хорошо, мои дорогие, ну, вот значит и все хорошо. И, может быть, и не стоит смотреть этот расклад, ну, прям скажем. Всегда призываю к реализму. Потому что все неплохо начинается. Но давайте пойдем дальше. Вот уже как бы все идет своим чередом. Но очень часто по этой карте мы, если мы спрашиваем, что происходит, то это действительно пауза. Но тут у кого-то может быть такая грандиозная пауза. Вы на что-то настроились. Девятка пентаклей, девятка кубков, посмотрите. Были явные какие-то договоренности. Может быть, вам было что-то обещано. Вам уже сказали, к примеру, пусть это обещал для кого-то конкретный человек, да, вот в лице императора. Но, может быть, это император как официальное лицо, какой-то чиновник. Тоже вам уже сказал, что, ну, твой вопрос уже, считай, решен. И тут вдруг какая-то пауза. И я также допускаю, что и вы что-то могли просчитать. Тут и в документах у кого-то пауза, отношения на паузе, а может быть точно так же пауза пошла и по деньгам. Поэтому первая карта, вы как будто пытаетесь восстановить какой-то уровень. Вот тот уровень, возможно, который был у вас когда-то. А что это означает? Что прямо сейчас? Тут не просто пауза, а тут какие-то барьеры, мои дорогие. По девятке жезлов, конечно, мы накопили определенное количество сил. Может быть, долгое время вы кого-то ждали или вы ждали, опять же, какой-то важной бумаги, согласования. Может быть, и вас за это время накормили какими-то завтраками, да? Но личная жизнь. В центре все-таки у нас выпадает император. Поэтому я могу сказать, что личная жизнь нам рисует. С одной стороны, можно было бы расслабиться, потому что карта умеренности, и сказать, да у тебя все есть. С деньгами порядок, солнце рядом с императором, и, в принципе, ты можешь быть уверена в сегодняшнем дне и в завтрашнем. Но по девятке жезлов нам все-таки немножко нас настраивают на то, что какой-то период жизни уже закончился. Или ты сделала все, что могла, или сделал все, что мог. Что-то будет меняться, мои дорогие. Если вы меня смотрите, и у вас, правда, на паузе отношения, дела, бумаги, у кого что, то тогда нам эта карта будет говорить, что все равно вот вы сейчас что-то переосмысляете. Каким образом, может быть, мне решить мой вопрос? Или вы сейчас сами просто ждете, когда сказали себе, сделала все, что могла, и теперь я хочу посмотреть, как люди откликаются.
Давайте продолжим. Как будут развиваться события? Что придет в вашу жизнь дальше? Что будет дальше? Вот по этим 6 картам. Может быть, мы тогда более подробно раскроем, а вы будете понимать. Финансовый успех. Хочется сказать, мои дорогие, все-таки финансовый успех или решение финансового вопроса у вас будет. Может быть, вы сомневаетесь, получу ли я деньги. Деньги где-то, ну, не пришли в ту дату, когда вам это было необходимо. Вот с того момента, когда вы смотрите расклад. Или вы сейчас себя... Много вообще пентаклевых карт, и поэтому, ну, император, пусть это не про пентакли, но все-таки, если мы говорим о власти или какие-то учреждения, иногда из-за бумаги нам приходится платить, или все равно это какой-то материализм, даже если взять документ, правда? Много материальных карт, в принципе. И одновременно карта умеренности. То есть вот как-то так полярно. Может быть, это вам карты сейчас где-то говорят о том, что вам нужно очень внимательно что-то просчитать. И я должна все-таки сказать, что 6 пентаклей – это карта как и успеха, так и помощи высших сил, финансового успеха в первую очередь, такого, знаете, глобального баланса, когда и как высшие силы помогают, ну и буквально как будто человек помогает. А кто это вам помогает? А может быть, это вы кому-то помогаете? Давайте узнаем. Маг. Я тут вижу, это вы помогаете кому-то, или помогали, или на вас какая-то мера ответственности. Может быть, это и был контакт с каким-то человеком, но, тем не менее, как-то вышло, что, видимо, человек либо действительно отдалился, либо какой-то вопрос у вас нерешенный завис, и вы уже можете подозревать, что, ну, надеяться не на кого, потому что то, что было, может быть, и создавалось, продолжалось, как-то ориентиры были, обещания были, все это было красиво, хорошо, и вроде бы было все ясно, и, в принципе, вы, скорее всего, очень здравомысляще видели человека какого-то конкретного, и, в принципе, все равно где-то, может быть, и была мысль, что, ну, есть какая-то неточность. Может быть, не до конца я всю правду знаю, но была надежда, что, ну, я как бы не ошибусь. Может быть, за счет такого количества старших арканов нам говорят, как по судьбе вам такую ситуацию пройти. Так что же будет дальше? Страшный суд. Непростой расклад, мои дорогие. Вот правда, что будет дальше? Здесь как будто нам уже рассказывают другую историю, которая скорее будет связана с тем человеком, а не с вами, мои дорогие, это точно. Это вот как вот, смотрите, у нас император, а внизу страшный суд. И 2 старших аркана, один под другим, вполне вероятно, нам именно человека показывают. Или пусть это представителя какого-то закона. Здесь есть явно какие-то, может быть, третьи силы, участвуют либо в вашем деле, и неважно, чего касается, может быть, и личной жизни. Но карта Маг, она уже заставляет задуматься, что, ну, тут не все однозначно. Может быть, и человек готов с вами встретиться, или с вами составить какой-то документ, или решить ваш вопрос. Но я бы сказала, это в виде помощи, мои дорогие. Здесь нет, знаете, включения полного в ваш вопрос или ваши дела. Или когда вас любят, мои дорогие. Все-таки у нас расклад на личную жизнь. А тут нам не про личную жизнь. Ну, ни разу. Может быть, это у вас такая ситуация сейчас, когда и хотела бы, ну, вот такого человека, который поможет мне, вот, может быть, и залатать какие-то финансовые бреши, или мне поможет встать на ноги, или какая-то еще будет помощь, да, или просто вот именно какое-то вдохновение, но без каких-то громких обещаний, может быть, да, или тот, который имеет серьезное намерение. Вот я тут вижу, что вы, скорее всего, даже если вы один или одна, вы ищете ту персону, которая абсолютно надежна, которой вы можете не просто довериться,
А вот даже, знаете, как уже планировать что-то на далекий период времени, чтобы не было каких-то сюрпризов. Может быть, это вы сейчас хотите что-то прояснить, чтобы не было этих сюрпризов. И иногда ведь по шестерке пентаклей это словно помощь к нам приходит. Вот, может быть, вы надеетесь, что помощь какая-то все-таки придет. Или этот вопрос, или человек каким-то образом он себя проявит. Так что же будет дальше? Вверху у нас умеренность. Какие-то, может быть, признания в любви или какая-то радость. Но тут, тем не менее, радость будет, мои дорогие. Это правда. И тут нам говорят, что те отношения, которые искренне будут продолжаться, и замыкает пятерка жезлов. И пятерка жезлов, скорее всего, отвечает на вопрос, почему какое-то время вы словно либо отдалились, либо вы сейчас в ожидательной позиции, да, вот как по девятке, по этой. Мы словно за забором из этих жезлов и думаем, а что будет дальше? Но с моей как будто стороны, с вашей стороны, уже сделано все, что было возможно. А вот карта пятерка жезлов нам говорит, либо действительно информация или то, что было обещано, оно не было исполнено. Либо мы понадеялись на тех людей, которые потом либо канули в лето, либо просто не откликнулись, либо утром пообещали, к вечеру забыли, либо были как-то эти люди на своей волне, имели свою выгоду. Они быстро словно меняются, перебываются, да, в воздухе. Они сами где-то, и не потому, что даже, может быть, человек задумал там что-то плохое, а это типаж такого человека. Тут невозможно понадеяться, человек все равно будет где-то при своем интересе от начала до конца. Увы, по пятерке жезлов это так и проходит. Есть и такие младшие арканы, по которым мы можем, тем не менее, судить о человеке. А если мы, раз уж заговорили о младших арканах, если мы говорим по девятке жезлов, да, и здесь я вижу, я сказала, что это скорее характеристика какого-то человека или ваше больше взаимоотношения. А верхний ряд, это мы спросили, что, кто вы и что у вас прямо сейчас. То вы-то по девятке жезлов, у вас очень сложная судьба. Это, знаете, когда, может быть, в вашей жизни, к примеру, было не раз, когда один жизненный этап вы прожили, а потом переход во второй. Причем какая-то жесткая демаркационная линия. Может быть, это вам приходилось уходить, уезжать, либо от кого-то, либо откуда-то, мои дорогие. По девятке жезлов это идет непростая карма, потому что люди, которые ну вот именно как рождены под этой датой, это, знаете, у вас выбор невелик, я должна сказать. Либо мы идем, выбираем какой-то светлый путь, либо мы можем где-то соскользнуть в наши привычки, или мы можем, ну, как, знаете, довольствоваться малым, или мы хотим, почему вот я и говорю карма, или мы хотим больше радоваться, нежели преодолевать какие-то барьеры, а ведь сама-то по себе карта постоянный барьер. И говорят нам о том, что вас жизнь наделила хорошим здоровьем. Неважно, может быть, вы меня сейчас смотрите и скажете: "Ты какое хорошее, у меня уже не хорошее". Ну, зависит от того, с какими вы ситуациями столкнулись недавно. Возможно, утраченное здоровье у кого-то именно потому, что либо возраст, либо какие-то там хронические заболевания. Но мы говорим, по девятке жезлов это те люди, которые все же от рождения имеют хорошее здоровье. И природа наделяет, чтобы вы могли преодолевать какие-то трудности. Но вы в своей жизни будете постоянно перед каким-то выбором. И вот этот выбор, вам может казаться, что ну вот все, можно успокоиться. И хочется уже где-то даже успокоиться, да, и жить вот так вот спокойно, счастливо. Но как будто нет. Тут, понимаете, сложность задачи в том, что мы как какую-то карму должны пройти. Ну, может быть, и не все, но я все-таки расклад, он таков, поэтому я должна сказать, кому-то это важно услышать. Мы как карму должны какую-то пройти, прежде чем в нашей жизни что-то должно обустроиться более четко, более ясно. Поэтому либо это дорога к свету, либо это дорога к каким-то привычкам, буквально, мои дорогие, или каким-то зависимостям. Кто-то, может быть, и подумает, вы ж
Сейчас просто перекладываете на себя. Может быть, и правда, кто-то хочет, допустим, похудеть, например, да, у кого-то, ну, кто-то курит, может быть, от курения, у кого-то, может быть, и другие привычки, да, или никак не решают что-то начать. То есть вот самое разное. Вот вы можете, кстати, быть очень восприимчивы ко всякого рода привычкам. То есть вы как будто вас жизнь, понимаете, карма проверяет. Словно ты какой путь выберешь. Поэтому вам всегда непросто. Почему я так говорю? Потому что сочетание девятки жезлов с пятеркой жезлов как раз и говорит, что один человек мог пройти уже эту карму, почти пройти. И, в принципе, ваша жизнь уже была. Это сплошные какие-то, может быть, бег с препятствиями или, наоборот, преодоление каких-то барьеров. А второй человек, может быть, у него тоже жизнь не такая уже веселая, но тем не менее он в настоящий период времени будет жить немножко сам для себя. И не потому, что плохой и хороший, он даже мог тоже какой-то сложный опыт пройти. Но на сегодняшний день он делает вывод, или она, пусть это даже будет, что нет, немножко как-то сам по себе. И у вас могли быть отношения с этим человеком, все-таки личная жизнь, когда правда была какая-то, может быть, и дружба, или у кого-то, я допускаю, семья. Может быть, семья, ну, как уже не существует, но вам этот человек еще помогает, или вы ждете от него помощь. Вот теперь я уже вижу, да, может быть, у вас общие дети. Или, знаете, остались вот какие-то добрые воспоминания, вот эти добрые чувства, что человек думает, он и был, и есть, да, карта мага, и как раз вот пятерка жезлов, все, что я сказала. И почему это умеренность? А потому что император, пусть даже, да, ну, это как прообраз, может быть, этого человека, как вы воспринимаете. А тут человек, он в первую очередь, как я сказала, свои какие-то приоритеты ставит, а все остальное это то, что прилагающееся. И по аркану маг нам говорят, что мог действительно человек как уйти в никуда, в небытие какое-то, или отношения сейчас не развиваются. Вы-то можете ждать. Может быть, какая-то помощь была оказана, а потом что-то, ну, вообще не складывалось. По аркану туз кубков я могу сказать, что явно какой-то есть человек, который воспринимает вас с теплом. Душевным теплом это точно. И я не могу ни по одной карте сказать, что он желает какую-то пару строить и так далее, да. Но вот отношения, причем в том контексте, который он задумал, он бы продолжал. Но он будет каждый раз, тысячу раз, может быть, еще менять свое мнение, или будет интересно что-то рассматривать другое, или он будет искать какой-то новый вариант. Человек совершенно не собирается жить в паре, к примеру. Может быть, это у кого-то портрет того человека. Если же это ситуация, которая касается каких-то документов или каких-либо согласований, может быть, которые связаны с разбирательствами, с судом, да, тут что-то вот такое, то вот смотрите, тут могут быть надежды по какому-то документу, например, да, или вас кто-то может как обнадежить, а потом, как будто в ближайшее время, да, что будет дальше по пятерке жезлов, будет какой-то информационный хаос, но толку пока мы не видим. То есть толку тоже пока нет. Может быть, вы и надеялись на чью-то помощь, а потом вышло не так. Ладно, так что же ждет? Давайте спросим, что ждет в личной жизни до конца зимы? Тема нашего расклада. Вот смотрите, вам, ну, вот этот тупик или путаница, лабиринт у вас должен закончиться. Выход все-таки будет. Так, что ждет? Вам как будет тут фортуна помогать, посмотрите. Будет тот момент, когда вы получите какое-то письмо. Кстати, колесо фортуны у нас под магом. И может быть это будет для кого-то из вас означать весть от конкретного человека, вот которого я сейчас обрисовывала. Как будто он либо о себе напишет, либо заявит, может быть, это позвонит, да, или как-то объявится. Именно потому, что здесь может быть такое желание, ну, как-то либо вас поддержать на фоне вот таких эмоций,
Может быть, я, конечно, и более чем реалист. Я не думаю, что у кого-то совесть просыпается. Но все-таки маг у нас рядом с картой справедливости. У человека могли произойти, тут ведь много старших арканов, у человека за это время могли произойти какие-то события в жизни, которые его заставляют переосмыслить то, что, ну, вот как ваши отношения, к примеру, да, или вот даже какая-то официальная ситуация. Тут тоже как будто нужно решить по справедливости. Мера ответственности есть. Или есть то, что, ну, как-то нужно это все равно видоизменить. Непонятно пока как, но вроде бы как нужно. И, может быть, человека ждет удобного случая. Может быть, и человек какое-то время ждал, или официальное лицо, когда вы как бы какую-то инициативу проявите. Но тут я вижу, что, скорее всего, по тузу мечей это вы получаете либо вот это известие, либо какой-то звонок. Может быть, это в виде даже какой-то бумаги официальной. И здесь как будто поворачивается колесо фортуны в вашу сторону. Может быть, это и именно с этим человеком и связано. И нам говорят, будь готов к неожиданностям. У вас вполне вероятно будет в ближайшем будущем где-то, ну, до конца зимы, такая ситуация, что неожиданности какие-то, причем это могут быть и неожиданности, вы даже ничего подобного не предполагали, или они могут прийти в той сфере жизни, где вы не ожидали, но они вас могут заставить куда-то отправиться, поехать, или что-то пересмотреть, сменить работу, сменить вид деятельности. Или пусть вид деятельности вы не меняете, но кто-то будет строить карьеру, потому что это карта заслуженного успеха. Вот как будто жизнь, колесо фортуны поворачивается таким образом, чтобы у вас сложился вот этот путь к успеху. Личная жизнь до конца зимы. Паж мечей. И паж мечей нам говорит о том, что вам как будто придется менять направление. Возможно, это будет связано либо с деньгами, либо с работой. Хотим мы или нет, скорее всего, до конца зимы у вас будет какая-то либо ситуация, обстоятельства, информация, когда вам будет совершенно необходимо несколько видоизменить свою жизнь вам самим. Может быть, это будет даже связано с каким-то предложением, потому что по колесу фортуны может быть все что угодно. Причем это неожиданность. Это может быть та неожиданность, мы вообще ничего подобного не предполагали. Но для вас это единственный вариант, мои дорогие. Вот, может быть, это правда следует рассмотреть, потому что ведь рыцарь жезлов – это тоже будь готов к неожиданностям. Тут как фортуна через неожиданности вам дает какой-то путь к успеху, но для этого вам нужно изменить направление. И быть, кстати, при деньгах-то тоже, а может быть, для кого-то этот путь именно означает как на заработке или смена. Почему я сказала, что как смена работы, смена направления. Может быть, вам себя как бы придется, ну, может быть, вторичный доход у кого-то так, или вы будете альтернативные способы заработка рассматривать. Здесь все равно нам продолжают историю, которая больше с деловой сферой. Пусть даже в ней, вот в центре, да, как по справедливости, любовь и чувства лежат. Но все равно в этом ряду личная жизнь до конца зимы. Ни одной карты, мои дорогие девочки, ну и мужчины тоже, ни одной карты про любовь. Все время какая-то деловая сфера. Может быть, это мои прогнозы такие, мои дорогие, правда? Давайте будем реалистами. У меня мало про любовь. Но мы все-таки продолжим. Так что ж там за личная жизнь, елки-палки, до конца зимы? Где эта личная жизнь? Вот не вижу. Ну, вижу вот, да. Но тут, знаете, как история, которая, она, да, она была. Но что дальше? Тут непонятно. Это как, знаете, какой-то фрагмент всей жизни, а все остальные карты либо преодоление какое-то, либо решение вопросов, либо тут поездки, или еще, может быть, у кого-то и судебные заседания. То есть тут не совсем так. Ну, давайте, значит, личная жизнь, правда, не только любовь. Ну, так вот, если справедливо. Есть и бывают в нашей жизни такие темы, которые мы пока не решим. Какая там любовь? Ладно. Личная жизнь до конца зимы. А тут вот по любви и разочарование, мои дорогие. Четверка кубков. Ничего не меняется. Какая-то пауза. Личная жизнь.
какая-то пауза и рядом мир. Мир — это всегда завершение, это какой-то итог. И, может быть, мы долгое время горевали, может быть, и печалились. Может быть, это, знаете, были в долгой какой-то апатии. У вас это завершается. Тут именно вверху у нас колесо фортуны. Видимо, вот эти дела, вопросы, обстоятельства, которые совсем скоро придут в вашу жизнь. Они настолько будут и для вас неожиданны, может быть, дважды, что вам придется себя перестраивать, как я сказала, рассматривать какие-то альтернативные варианты. И если прежде были какие-то иллюзии по части ожидания, сомнения, может быть, вы ждали чего-либо возвращения, я такое могу допустить, потому что шестерка кубков — это у нас еще и карта ностальгии. Вот здесь это как будто завершается. Может быть, с учетом аркана мир — это правда будет куда-то поездка очень далеко. Для кого-то из вас это будет дополнительный заработок, вы будете искать, потому что по аркану мир нет ничего невозможного в принципе. Это когда мы получаем уже, ну, как какой-то результат от проделанной работы. Поэтому вот результаты будут. Тут завершение, но не в плане сожаления, мои дорогие, а это, знаете, как вселенская гармония. Мы, конечно, ожидаем, что мир будет вообще во всем мире, будем говорить. Но кто знает, может быть, кто-то из вас, кто смотрит сейчас мои расклады, оказался заблокированный. Вы не можете куда-то переместиться или сложились определенные законы приняты, да, или какие-то положения, которые тоже вам препятствуют. Вот здесь как будто это завершается, ваша личная жизнь. Ого! Какая-то зависимая ситуация ваша заканчивается. Карта дьявола. Может быть, у вас зависимость заканчивается, а вверху у нас аркан император. А у какого-то человека вы как меняетесь ролями. А с чем это связано? Это что? Нам говорят о том, что это будет связано, может быть, с каким-то человеком, может быть, с вашим родственником. Это не ваша зависимость. Ваша, знаете как, тут может быть. Ну, я допускаю, конечно, что это могут быть близкие люди, это могут быть какие-то кровные родственники или люди, которые вхожи отчасти и в ваш дом, потому что король кубков — это часто наши супруги. Ну, или это та история, которая длилась, будем говорить, долго. Или это пусть это просто человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, или принадлежит к вашим родственникам. Ну, может быть, там племянники, еще там кто-то, внуки, дети, да, хотя король кубков тут больше о супругах говорит, но все же мы не будем уже так вот настаивать, да, на каком-то одном значении. Тут явно есть какая-то персона, которая от вас зависит. А вам, может быть, эту зависимость тоже как-то хочется подвести к итогу. Может быть, это напрямую зависит решение какого-то вопроса денежного, подписание важного договора, документа, который в конечном итоге тоже можно свести к деньгам. Но если мы говорим место пребывания или наш дом, да, как личная жизнь до конца зимы. Карта влюбленная. Старший аркан. Тут вы будете на каком-то выборе, мои дорогие. Семерка жезлов. Вы будете на выборе и одновременно. Вот смотрите, я тут больше вижу так. Есть лицо, которое от вас зависит. Может быть, это в других энергиях нам немножко поясняют карты. Он действительно от вас зависит. Либо эмоционально, повторюсь, либо материально. И ему сложно сделать какой-то выбор. Ожидаете, что правда, вы, в свою очередь, может быть, уже в вашей жизни есть такой человек, и вы бы хотели эту зависимость от этого человека свести к нулю. Может быть, это какая-то зависимость, да, вот как я говорила по девятке жезлов. И тем не менее, очень сложно сделать выбор, потому что, ну, есть какие-то такие связи, невидимые нити, или то, ну, может быть, соединяет вас буквально какой-то документ, или, опять повторюсь, родство какое-то. А вам нужно выйти из вот какой-то
Ну, как в рамках вы находитесь, да? Может быть, и ваши вопросы отчасти быстрее бы решились, и если бы не было вот какой-то такой патовой ситуации. А что это такое? Вот как-то вот вообще собралась про личную жизнь, про любовь до конца зимы называется, а тут там совсем про другое. Ну, может быть, это каким-то образом вот теперь нам уже рассказывают о человеке, что да, действительно есть та персона, которая от вас зависит. Ну, или эмоционально, или материально. Личная жизнь до конца зимы. Девятка мечей. Карта искаженного восприятия. Это к кому относится? Вот смотрите, пока какой-то вопрос у вас не решается, мои дорогие. По Луне это 1000 неопределенностей. И именно из-за неопределенностей и складывается какая-то картина, когда я не знаю, что мне делать, я не вижу, куда мне идти. Вот это искаженное восприятие. А нам говорят, что ты слушай пока интуицию и собой вообще ни разу не рискуй. Личная жизнь до конца зимы. Мои дорогие, у вас что-то ускорится, я снова повторяю. Вот вы сейчас пытаетесь, знаете, как в одной плоскости решить свой вопрос. А вы как будто не видите того человека, который отчасти, ну, может быть, от вас зависит, или его планы, как минимум, вы не видите. Что он задумал, вы не видите. Но, видимо, тут, помимо всего прочего, много старших арканов. Это всегда внешние события. Обстановка, обстоятельства, какие-то новости или какие-то тут, ну, происходит какой-то движ, да, который оказывает влияние и на вас, и на человека. Может быть, даже это внешняя какая-то история, да, которая происходит именно в вашей местности. Но здесь, скорее всего, вот именно такая какая-то история внешняя. Все будет расставлять по местам. Почему? Потому что скорое известие, буквально ожидайте. По восьмерке жезлов это буквально либо бумага какая-то, либо сообщение, либо звонок. И нам куда-то нужно, может быть, отправиться. Мы не можем отложить на потом. Скорее всего, вот сейчас у вас как луна и вот эта девятка мечей. Ну, не совсем сейчас, это какое-то время вам все-таки, ну, суждено это пройти, правда? Карты выпали, что выпало, то выпало. Но, видимо, наступает тот момент, я бы сказала, переломный, потому что восьмерка жезлов в некоторых колодах это карта трансформации. И у нас королева кубков. Вы можете встретиться с загаданным человеком. Вы сумеете с кем-то договориться, мои дорогие, это точно. Может быть, я не исключаю, встреча для кого-то из вас может быть на расстоянии или какое-то совместное решение. У вас будет обязательно какой-то диалог или у вас будет обсуждение вот интересующего вопроса. И я, по крайней мере, вижу, что, знаете, как то, что дорого вам, оно может быть в одном каком-то эквиваленте. Но то, что заинтересованность с другой стороны или то, что дорого другому человеку, это то, что вы тоже не видите, понимаете? Оно как бы в другом немножко идет качестве. Но вам придется соединять то, что дорого вам, с тем, что дорого человеку. Иными словами, вам придется и встретиться, и поговорить, и найти какой-то компромисс. Какой-то он компромисс-то и будет найден. Но вот этот выбор будет сложно сделать, мои дорогие. Покажите нам карты. Какова же именно личная жизнь до конца зимы? Карта иллюзорности, мои дорогие. И карта, когда вроде бы и выбор есть, и выбрать непонятно что. Король жезлов. Какие-то обещания у вас будут. Причем, мои дорогие, совершенно пустые. Приготовьтесь к тому, что, смотрите, у вас выпало уже 3 короля. Король кубков, король жезлов, король мечей. В вашей жизни, может быть, мои дорогие девочки, по разным причинам, даже 3 мужчин. Но, может быть, кто-то из родственников, родных, брат, сват, кум, внук там, да, или кто-то, ну, кто угодно, все зависит еще от возраста. Но есть еще, может быть, и тот мужчина, который именно к личной жизни относится, и есть тот мужчина, который, может быть, или персона, будем говорить, которая относится
к деловой сфере, какие-то документы, согласования, работодатель, ну, все что угодно. И вам в ближайшее время, скорее всего, до конца зимы, вам придется какие-то ряд согласований проходить или документы какие-то рассматривать, подписывать, ходить по каким-то инстанциям. Приготовьтесь. Всегда инстанции, высокопоставленные лица, это когда мы идем, что-то оформляем. Когда у нас 2 короля и более, у вас их 3 короля, много королей, это всегда какая-то история, которая на бумагах или которая вот как по аркану справедливости. Много персонажей или много персон каких-то, много согласований, причем в разной энергии. Это могут быть разные люди, которых мы и знаем, и не знаем. Тут как-то все переплетется. Ну, может быть, это для вас означает, тем не менее, какой-то праздник, мои дорогие. Что-то у вас постепенно до конца зимы вырисовывается хорошее. Праздник, 8 мечей. Это о чем? Вы знаете, тут может быть и так, что вы будете чем-то воодушевлены, но вам самое главное нужно, понимаете, не соскользнуть в эмоции. Все-таки я вижу именно так, потому что как будто время уже подходит. Вот так изображен в этой колоде аркан повешенный. И обратите внимание, он вовсе не повешенный, словно человек держится за перекладину, и нам часы вверху показаны. Как будто буквально отсчитывают последние минуты, и уже ваше время наступает. Не сомневайтесь в себе, еще одна карта искаженного восприятия. Не сомневайтесь, какой-то вопрос подходит к концу, к развязке. Не случайно вам выпала карта «Мир». Личная жизнь до конца зимы. Вот смотрите, будьте настороже, вас могут обманывать. Вот да, вам могут пытаться замылить эмоции. Но при всем моем желании 2 семерки, смотрите. 2 семерки, а это всегда какое-то, знаете, действие со стороны других людей, будем говорить, да? А мы-то не понимаем пока, как нам действовать или не действовать, или, ну, это может быть и пауза. Почему мы называем 7 кубков карта иллюзия, 7 мечей у нас называется карта вора. То есть это со стороны человека идут эти действия. А кубки это тоже нам что-то, может быть, и предлагают. А реально-то вот непонятно пока, что тут выбирать. Давайте посмотрим. Тут надо не замечтаться, это точно. Ну, паж кубков. Будут какие-то и добрые вести. И на аркане, выпившем аркане «Справедливость», я остановила запись этого видео, потому что вижу, что эта история как-то не может быть мною логически объяснена на ваш суд, мои дорогие.